Всем здорово! Привет! Сегодня мы хотели поговорить с вами о ремкомплектах Вануса. Так как на рынке присутствует большое количество предложений. И разные цены. Да, это обусловлено тем, что на рынок вышел Китай. А сначала они, конечно, делали откровенное говно, что мы вам покажем. Но сейчас они пытаются подделать именно хорошие качества по внешнему виду, но не по своим показателям. Немножечко истории. Как мы вообще к этому пришли, как мы это выяснили и так далее. Мы начинали с того, что заказали, естественно, бейсановский ремкомплект. Кто не знает, Бейсан System. Родоначальники. В далеком, там, не знаю, каком-то 2000-х годах, когда только там эта система появилась, и у некоторых начала выходить из строя, американцы такие подумали, ой-ой-ой, стоимость нового узла как бы негуманная, да, надо что-то делать, надо придумать какой-то ремкомплект. И, собственно, вскрыли, сделали то, что сделали. Качественно, хороший ремкомплект, который по качеству выше даже, чем оригинал. Потом у нас в России появились ремкомплекты, наверняка многие из вас об этом знают, это уже где-то в районе десятых там годов. Ну, вот так вот. Да, плюс-минус. У нас тогда тоже примерно появились BMW, мы сами эти ремкомплекты тоже в руках держали. Вот, потом мы поняли, что надо тоже что-то делать. Производить самим. Да, и, короче, заказали снова бейсановский ремкомплект, покрутили, повертели его в руках. Начали искать производство в России, естественно, потому что зачем нам куда-то далеко ходить. Как бы в России производят тефлон, бетон и так далее. Все здорово, но производство в России стоит очень дорого. То есть там нужно либо такие партии, что там хватит на все машины по 10 раз перебрать. Большой объем, но ну, короче, невыгодно. Чтобы конкурентоспособная цена получилась на выходе, это невозможно в этих реалиях так сделать. Вот, мы начали думать, что же делать, как же быть дальше. Но мы не хотим в качестве терять, и зачем говно толкать, и тот же Китай и прочее. Нет, Китая еще тогда не было. Мы начали про историю. Вот. Мы подумали, что же делать, как же быть, и начали искать еще возможность производства, естественно, уже за пределами России. Ну, и куда мы пошли? Мы пошли в Европу, естественно. Нашли производство в Испании. Да, завод, который специализируется именно на... ну, резинотехнических изделиях, тефлоне, витоне там и так далее. Их же разновидность резины пластмасс очень много, как вы знаете наверняка. И состав, естественно, разный. В общем, после долгих переговоров мы им засылаем этот бейсановский ремкомплект на завод. У них там, естественно, лаборатория при заводе. Ну, короче, все, сами понимаете, на высшем Серьезно? уровне. Это же завод. Вот, они делают анализ материала. Это, по-моему, называется спектрограмма. Вот, и говорят, что да, мы можем сделать подобное вообще без проблем. Ну, собственно, объявляется ценник, мы начинаем производство, нам приходит первая партия, мы внедряем себе, естественно. Вот на мою машину ставили тогда вот, когда... Большинство всех изделий, кроме тех машин, которых у нас нет, мы проверяем на себе, естественно. Да. Или на машинах друзей. В общем, первые ремкомплекты, когда у нас появились, мы себе внедрили. И отступая немножечко от нашего рассказа, я скажу, что вот эта вот машина, на которой мы делали строкер, на данный момент она пробежала уже порядка 80 тысяч километров, а на 60 или что-то типа того, может 65, мы делали вскрытие, чтобы фазы чуть-чуть подровнять, потому что новые цепи чуть-чуть все равно подвытянулись, естественно, уже. Смотрели на состояние уплотнений, и как бы все в огне, все работает. Давление держит. У нового владельца претензий нет, по диагностике тоже она под присмотром, эта машина у меня, так скажем. Все в рамках допуска, еще все давление держит, короче говоря. Потом мы решили проверить китайские ремкомплекты, потому что они хлынули на рынок. Первая партия китайцев была очень ужасной, там черные резинки, может кто-то в теме тот видел, и это ужасно. Ну, вам покажем сейчас, как это все выглядит. Потом китайцы начали делать подобные, но качество материалов, из которых они изготавливают, такое себе, который не держит температуру и быстро... Ну, не хватает его на ресурс мотора. Вот там Ванос работает где-то 100 тысяч,
120 тысяч. Дальше он уже начинает пропускать. Китайские ремкомплекты по практике работают, ну, 1000 на 20. Собрал машину и продал, грубо говоря. Вот так. Помимо всего прочего, даже в отзывах вы можете видеть там вот, где их можно взять, что люди жалуются, что размеры фиговые. А вот сейчас вот тут вот фоточка появится. Вот видите? Вот наш слева лежит, а справа, короче, лежит китайский. Сразу же невооруженным взглядом видно разница. Они еще деформируются, как бы уже на том этапе, когда они новые лежат в упаковке, грубо говоря. Так что насчет температуры и бензомаслостойкости, вы сами понимаете. Теперь перейдем к третьей группе, грубо говоря, людей, которые совсем хотят скроить. Ой. Ребята, если вам нравится заливать воду из лужи в радиатор, то как бы, пожалуйста, Можете ставить. можете это делать. Можете подбирать резинки от трусов, резинки от водопроводных кранов, от чего угодно. Пневмогидросистем. Но потом не надо говорить, что все одинаково и все у вас типа работает и долго и счастливо. Вот не поверю. Потому что, сами понимаете, в этих системах нету той температуры, той бензомаслостойкости. Это, ну, У этих изделий резинотехнических. да, резинотехнических, естественно. Потому что это для другого предназначено и изначально не разработано для этого. Хоть и по копеечным ценам, и по диаметру, может быть, даже подойдет, но оно не будет работать. И в итоге, в лучшем случае, заклинит в анус, и человек будет даже дальше ездить и говорить, ну, нормально, я же поменял. Ладно, перейдем от слов к делу. Покажем сейчас вам Хотя бы на простых тестах. простые тесты, наглядные, чтобы вы сами Нагрев, банально. в чем-то убедились и сделали свои выводы. Погнали. Итак, мы имеем 3 образца. Слева направо вот наш ремкомплект, вот китайский ремкомплект, и вот очень китайский ремкомплект, который первый хлынул на рынок. Они у нас все лежали в масле около месяца, я их закинул и забыл, вот сейчас вот вспомнил, достал, пришло время. Визуально они изменили цвет. Этот как бы остался в таком же оригинальном родном цвете. Этот потемнел. Черный и так был черный. Будем действовать путем простого прямого нагрева. Это, конечно, достаточно, может быть, некорректный способ, но экстремальный. Мы увидим уже разницу, что произойдет. Будем нагревать сначала очень китайский. Видим, что резина подгорать начинает. Именно так, черная. Потому что она... Внутреннее кольцо. И уже даже выпрыгнула по диаметру. Типа она расширилась. Она вот выпадает, она очень тонкая. И вот просто оно местами потрескалось даже. Качество... Теперь переходим типа к тефлоновому кольцу. Его нужно... Оно такое, потеряло свою гибкость. Если его чуть-чуть еще погреть, оно начинает деформироваться. Пытается вернуться в свою форму. Наверное, это будет очень горячо, поэтому... Но так как резиновое кольцо, которое стоит внутри, оно поддерживает форму и подпружинивает его, скажем так, оно развалится у вас очень быстро, и все. И его просто от перегрева, как вы видите, он расширяется, и его просто тупо зажует, скорее всего, в анусе, или будет очень быстрый износ. Вот оно деформировалось, вон. Как бы и... Все. Давайте перейдем к китайскому, который нынче заполонил рынок. Очень много его у всех продают по ценам примерно очень дешевле наш. Там 3000, 3,5, я не знаю. Может, кто-то пытается больше цены держать, но
сама суть-то не в этом, не в цене. Видим, тоже происходит деформация витонового кольца. Оно сейчас выпрыгнет изнутри. Смотрим. Что мы видим? Не знаю, видно ли вам, сфокусироваться. На нем появились... Ближе давай. Вот оно даже треснуло. На нем появились очень-очень многочисленные трещины. Оно лопнуло. Вот мы можем наблюдать. Горячо, ребята. Вот. Вот эти вот трещинки. Не знаю, видите ли вы их или нет. Видно, по-моему. Вот они по всему. То есть по цвету и внешнему виду оно как оригинал, как Бейсан, как наше производство. Но вот видите, что с ним происходит по итогу-то. То есть оно в любой момент может лопнуть. Что происходит с тефлоном? Я даже боюсь подумать, какая тут температура. Тефлон держит, но опять же его выгибает, и все аналогично, как вот с этим происходит. Видимо, они только изменили витоновый цвет и что-то поменяли. Чуть-чуть потолще сделали, потому что там видно даже невооруженным глазом, что витоновое кольцо старого китайского производства было очень ужасно тонкое. Это получше, но все равно оно недостаточно, как вы видели уже на фотографии. Наш. Сколько температура? Температура порядка 90 градусов, там где-то на пламени было там 120, там и больше. Ну, то есть... Видим, что кольцо не выпрыгнуло. Да, но из-за того, что на поршне не одето, оно немного поменяло свое, но в принципе оно расширилось и не выпрыгнуло, осталось все. Мне кажется, надо было на поршне сделать. Что мы видим по витону? Видите, он мягкий, он пружинит, но он нигде не треснул. Вот. Посмотрите. Конечно, если мы его даже вот растягиваем, ему ничего нет, никаких трещин тут не наблюдается. То есть температуру, которую он ее держит, а не то, что обещают китайцы. То есть абсолютно. И возвращается в исходное положение. Он остается такой же эластичный. Витон не потерял. Тефлон, вернее. Нагрей его снова, чтобы тест был Правдоподобный. как все, нагревал повторно. Видите, там 140 градусов где-то проскакивает, 160, 100. Ну, короче, вот. Так, погоди, опять что-то подвис. Ага, все, нормально. Что у нас? Он вообще как камень. Он не растягивается, он никуда не деформируется. Абсолютно. То есть он вот, как был, и ничего с ним не произошло. Он как был от одной монолитной конструкции практически. То есть он держит этот жар, и он не... То есть он вообще никак не деформируется, в отличие вот от этого. Мы видим, что Китай первого образца, второго и ремкомплект производства. Выводы делайте сами. Теперь немного поговорим про кольца, потому что многие из вас берут неполные ремкомплекты, игнорируя замену этих колец.
и говорят, аргументируют тем, что у меня ванус не стучит. Когда поменяешь уплотнение, начинает он стучать, потому что появляется нагрузка на этот узел. Когда вы продолжите ездить с нагрузкой, то вот произойдет то, что на этой фотографии. Просто развалится подшипник. Это не у всех, это не значит, что это у всех он развалился и нужно бежать его скорее менять. Давайте рассмотрим подробно. То есть тут у нас находится поршень, вот это вот все внутри поршня, вот это сверху гайка, шайба, подшипник и кольцо, вот подшипник. И вот промежуточные шайбы, которые прикручиваются распредвалом. Можете сами обтачивать до посинения, подгонять, разбирать, собирать. Никто вам не запрещает это делать, но нельзя игнорировать замену этой шайбы, потому что будет стук и развалится подшипник. Вот, в принципе, подшипники пробежали много, и они в отличном состоянии. Они не развалились, потому что вовремя сделали замену. Кто-то из вас говорит и утверждает, что у меня 39-ка, которая 2000 года там с пробегом 200, но... Ребят, извините, но в год среднестатистический пользователь автомобиля 30 тысяч накатывает. И как бы столько лет прошло, не может быть. Там бывает, машина приезжает под 700 пробега, под 500 и под 900. И как бы в каком состоянии машина не была, узел-то все равно подвержен износу. Так что смотрите, решайте сами. Если кто-то очень хочет, может позволить себе купить новый узел вануса. Цена на него вот тоже сейчас на экране. На данный момент это февраль 2021 года. Ну вот, вы видели все сами, на простых примерах, просто на пальцах. Можете сами попробовать, если вам очень сильно интересно. Повторить все то же самое, без какого-либо обмана. Вот. Подытожим. Мы не настаиваем, можете заказывать где угодно, что угодно, у кого угодно, хоть сантехнические Вам коллеги. с этим жить и ездить. Да. Мы за качество и за долговечность работы ваших моторов, наших моторов, всех, короче. Вот. Еще хотелось бы сказать, что цена у нас обусловлена, естественно, курсом евро, потому что это Испания, это Европа. Мы хотели бы продавать их дешевле, но мы не можем. Да. Так что думайте сами, решайте сами, как говорится, так вот. Если вам понравилось, не забываем пальцы вверх, срач туда. Да, давайте. Кидайте. Все, всем удачи, всем пока. Покеда.